Надеюсь, плывем, потому что какие-то просто экстремальные условия. Нам говорят, что без билета нас не увезут. А тот киоск, который продавал билеты, там уже никого нету. С 1 июня во многих городах отменяется масочный режим. Сегодня мы решили съездить на Рейли-Бич, который так многие нам советуют. Купить билеты мы решили вот в таком вот ларьке. Он находится прямо на берегу Ао-Нанга. Тут можно увидеть, вот сидят лодочники. Стоимость в одну сторону на одного человека 100 бат, туда-обратно 200 бат. Так как время с этими билетиками фиксированное, время нахождения именно на самом пляже, поэтому можно купить билеты только туда и уже обратно покупать непосредственно на самом пляже, когда вы уже захотите ехать обратно. Мы подошли со своими билетами вот к тайским мужчинам сзади нас. Они сказали: подождите, сейчас наберутся люди и вы поедете. Куда вы спешите? Хотя уже, в принципе, 4:30 и скоро закат. Поэтому, если вы все-таки соберетесь, то не делайте, как мы. Приезжайте пораньше. Лучше, конечно, вообще с утра приезжать. Часов 10, в 11. И вообще там можно целый день провести. Но у нас сегодня последний нельзя говорить, крайний день на Крабе. Поэтому мы хотим все-таки там побывать. Но самое интересное, что ровно через месяц мы сюда вернемся. Еще на пару дней. И то, что мы не успели тут посмотреть, мы еще кое-что обязательно доснимем. Там 1 или 2 дня. Вам должно будет понравиться. Ну и сегодняшний выпуск вам тоже наверняка понравится. Все, нас повели. Сейчас будем залазить в лодку. Мы уже смотрели, как это делают другие люди. Несколько человек падало. И при этом падали и смеялись. Вот наша лодочка. Сейчас будем залазить. С нами большая команда. Даже вон люди с чемоданами. Сегодня, как назло, очень неспокойное море. Лодку качает, волны большие. Но надо залезть. Лодочник сейчас отдал швартовые. Будем отплывать. У нас целая команда. Сегодня самое неспокойное море за все время, что было, и нереально большой прилив. Смотрите, прям практически до дороги доходит. Мы тут целый месяц, и впервые вот такое неспокойное море. Но тем будет интереснее. От Ао-Нанга. Этот пляж мы вам показывали, где вход по сертификату о вакцинации. И смотрите, какая красота тут открывается. Шатает очень сильно, сегодня нереальные какие-то волны. Все время залетает вода прям на технику. Но ничего, мы плывем, надеюсь, плывем, потому что какие-то просто экстремальные условия. Тут уже можно увидеть такая лазурная вода, просто чистейшая. Это вселяет надежду, что мы сегодня наконец-таки скупаемся в чистой воде. Получается, вот на эту всю территорию, которую вы видите, можно попасть только на лодке. Никаким другим способом сюда попасть нельзя. Тут нет просто никаких троп, никаких проходов, потому что окружают все большие горы. Ну и вот с другой стороны, в доказательство моих слов, тут вроде как гор нету, да, но по сути там тоже с той стороны море и там горы. Получается так, что тут полностью изолированное место. Смотрите, какой маленький пляж, и рядом такой причудливой формы скала. Ой, тут вода прям вообще изумрудная. Камера передаст или нет, не знаю, но прям вода зеленого изумрудного цвета. Это прям красотища. Но вторая часть солнечная, поэтому мы туда, наверное, и пойдем. Да?
Оказывается, это был не Рейли-Бич. Мы высадили вот с нашей лодки туристов. Там какой-то небольшой отельчик. Наша цель – это тот пляж, где все-таки есть солнце. Почему-то именно у пляжа вода не очень чистая, а вот буквально метров 50 проехать, там вода изумрудная. Поэтому будем надеяться, что на Рейли-Бич будет вода прям у самого пляжа чистая. Хотя то количество лодок, которые находятся рядом с пляжем, мне не вселяет оптимизма. Вот что я говорил, изумрудная вода, чистейшая. И невероятные просто красоты. Я вот смотрю во все глаза и не могу все насмотреться. Конечно, краби в этом плане просто завораживают своими природными красотами. Ну что, мы приплыли, вся дорога заняла, наверное, минут 10-15. Нас встречает вроде как очень даже чистый пляж. Как с картинки все, посмотрите, невероятно. Ну что, мы наконец-таки нашли место в Крабе, где можно искупаться, где прозрачная, офигенная водичка, как с картинки. Народу, правда, как вы видите, за мной достаточно много, но с другой стороны их мало, поэтому там можно спокойно искупаться в прозрачной воде и понаслаждаться. Да, вот таким образом выглядит пляж. Как видите, людей много. Сейчас мы туда подойдем. По правую сторону меньше. Практически негде спрятаться от солнца. Видите, там люди пытаются как-то это сделать. Туда дальше пройти, не знаю, можно или нет, потому что там написано приватная территория, там, скорее всего, люди живут. Ничего не остается, как вот пройти туда, там какие-то барчики небольшие, какие-то даже палатки, вижу, кто-то приезжает с палатками. Но мы приехали в первую очередь сюда за невероятным видом и чистейшей водой. Мне немного вот эта вот ситуация в плане Краби, Аунанга и каких-то хороших пляжей напоминает Паттайю, потому что на самой Паттайе там пляжи, ну, будем честны, не самые чистые, не самые красивые, а проехать буквально до Колана каких-то там 20 минут, и там чистейшая вода. Вот это примерно так же. В Аунанге вы видели, какой пляж и в каком состоянии там водичка. А тут прям вот все намекает на то, что тут нужно купаться, тут можно загорать, фотографироваться, не знаю, все что угодно. Поэтому если вы будете оставаться в Крабе или Аунанге, то вам обязательно нужно на этот пляж. Первое, что бросается в глаза, это просто вот белый чистый песочек, который невероятно мягкий, как мука. Мы по таким пляжам очень соскучились. Те, кто уже накупался, они становятся в этой зоне. Видите, тут boat ticket here. У кого есть билеты, у кого нет, тот покупает, как мы должны купить. И мы сейчас подойдем к тому месту, где людей побольше. Тут есть такая выделенная зона для купания, поэтому там все барахтаются. Ну вот, люди купаются, отдыхают, кто-то в жилетах, кто-то без. И есть барчики, тут уже можно спрятаться в тенек, там находиться. Мы вам еще чуть позже покажем, там Рейли-Бич кафе. Людей яблоку некуда упасть. Вода чистая, это того стоит, поэтому сюда все приезжают. Вот человек делает так, как я люблю делать иногда. Спустя 20-30 минут лучше любого массажа, релаксирует. Вот здесь вот есть на берегу различные резорты, их несколько, и люди добираются сюда из других пляжей на лодочке, по-другому тут не попасть, поэтому с чемоданами. И тут единственное, что неудобно, нужно обязательно идти по воде, потому что причала нет. Поэтому нужно всегда аккуратно с этими вещами, можно их хранить, и они просто все будут мокрые. Тут на самом деле, знаете, такая атмосфера на чиле, на релаксе, все отдыхают, кто-то там играет в мяч, кто-то катается на водных матрасах, кто-то на лодочках, кто-то на каяках. Местечко оторванное просто от всего мира. Да, и тут очень теплая вода. Когда мы заходили в Аунанге, там прям, ну, честно говоря, прохладненько было, а тут прям как кипяток.
По мне атмосфера напоминает Хадрин, где всякие тусовки, все молодые, спортивные, футбольчик, волейбольчик. Мы дошли до самого края этого пляжа. Слева тут такой тенечек, поэтому тут многие люди спасаются от палящего солнца. Но вместе с этим тенечком тут можно увидеть прям подножье этой скалы, горы, как ее назвать правильно, такие пещеры. Мне кажется, даже тут палатка не нужна, тут можно там где-нибудь забуриться, спрятаться и переночевать. Наш традиционный медуза-патруль. Это, конечно же, шутка, тут медузы близко нету. Пляж не везде однородный, иногда появляются вот такие вот кораллы, которые, конечно, такой массаж делают, что аж искры из глаз. То есть не везде, он мягкий. Так много людей вроде как считается закономерность, да, но потом понимаешь, что все они приехали на лодочке и, скорее всего, сегодня же уедут на вот всех этих лодочках, которые там стоят. Останется, наверное, процентов 5-10, кто тут живет во всех этих резортах. Читала как раз-таки в Google картах, что если приезжать сюда до 11 утра и после 6 вечера, то здесь народу намного меньше. Впереди нас ждет такая барная улица. Я так подозреваю, можно и там покушать, можно взять с собой и сесть таким образом покушать. Ой, тут яблоку некуда упасть, все кушают различные коктейли. Маша себе уже выбирает какую-то одежду для пляжа. Чуть-чуть, если дальше пройти, тут уже такие более тихие заведения, где можно без суеты попить, поесть. А тут вообще, смотрите, полная тишина. Ну и в двух словах цены. Папайя салат 80-100 бат. Видите, даже есть какие-то сладости по 50 бат. Цены вполне себе доступные. Можно даже поспать. Ну и еще одна кафешечка, уже совсем без шума и гамма. К сожалению, видно еще последствия ковида, да, еще не все открылось. Но, тем не менее, уже что открыто, это, конечно, большой плюс к тому, чтобы все было как и раньше. Смотрите, какое интересное заведение, регги-бар, Боб Марли. Тут все сидят на чиле, отдыхают. У меня прям дежавю от Пангана. О, смотрите, даже целая лодка. Растаманская. Тут прям Растаманская улица какая-то. Я как будто бы в Голландию приехал. Я на самом деле думал, тут буквально будет 2,5 бара каких-нибудь, чисто символических. Но нет, тут прям полноценная такое ресторанно-кофейная улица, где и массажи, и бары. Смотрите, даже дискотека какая-то. Смотрите, цены на тай-массаж достаточно приемлемые, даже наоборот могу сказать бюджетные, 250-200 бат, это дешево. Меньше всего я ожидал увидеть на этом маленьком пляже такое изобилие кафешек, да, и прям вот на любой вкус и цвет. Ну и, конечно же, кот. Таиланд — это про котов. На нас он вообще не обращает внимания. А улица все тянется, и ей ни конца, ни края нету. Мы уже туда не пойдем, потому что мы хотим скупаться. И обзор абсолютно всех заведений мы просто будем делать еще где-то час. Поэтому возвращаемся купаться и говорить, как нам водичка. Смотрите, какой необычный котик с необычным браслетом, как у рэпера, гангстера. Место тут на самом деле настолько аутентичное, настолько какое-то на своей волне, на чиле, на релаксе, что захотелось сюда, если честно, приехать на пару дней, выключить все телефоны, все новости и просто отдохнуть. Уже 5:30, и уже целая очередь из людей, которые хотят вернуться на большую землю. А мы идем купаться. Следующее включение после купаний.
Мы вот уже скупались, конечно, водичка просто вообще 10 из 10, как парное молоко, наитеплейшее, чистое, пологий вход, просто нереально мягкий песочек под ногами. Даже Маша впервые за, не знаю, долгое время смогла составить компанию. Не знаю, будет видно или нет, насколько вода чистая. И вид, который открывается, когда купаешься, просто невероятный. Посмотрите. Не знаю, с чем сравнить. Это место великолепное. Мы на самом деле немножко расстроились, когда увидели, что в Краби и Аунанге такие достаточно грязные пляжи, и вода тоже грязная. И мы на самом деле, когда сюда ехали, мы думали, что здесь все пляжи будут абсолютно вот такие, потому что все говорили Краби, как там классно, а на самом деле там и пляжей нормальных и нету. И для того, чтобы вот добраться вот на классный пляж, нужно вот, конечно же, специально на лодочке плыть. Поэтому, если вы едете где-то, наверное, там на 2 недельки, то лучше сразу же селиться где-то на Рейли-Бич и тут каждый день отдыхать, загорать, купаться, чтобы не тратить время на то, чтобы ехать на этот Рейли-Бич. Честно говоря, и выходить не хочется. Такая чистая, приятная водичка. Маша впервые выходит позже меня. Это говорит об очень многом. Что меня удивило, то что здесь тоже есть специальные буйки оборудованные. Именно тут можно купаться, и тут никакая лодка вас не потревожит. Тут мало людей, много места для того, чтобы загорать. А там просто какое-то невероятное скопление людей. И то же самое касается и воды, там некуда яблоко упасть. Почему все там купаются, я не знаю. Тем более, что там не очень-то и удобный песок. Он такой, с камнями, с какими-то кораллами, тут наичистейший. Не хочется отсюда уезжать, хочется вот прям, чтобы мгновение замерло, и вот мы наслаждались этим всем. Таким образом на этом пляже встречается закат. Мне понравился это небольшой трип тем, что тут приезжаешь самостоятельно, когда хочешь, находишься на этом пляже сколько хочешь. Это не как, знаете, туры, где 30 минут тут, 40 минут там, и не успеваешь даже ничего сделать. Там толком не покупаться, толком не посмотреть. А тут мы посмотрели весь пляж, посмотрели барчики, невероятные красоты, покупались в удовольствие, не знаю, наверное, минут 40 и купались. Вечером тут очень даже симпатично. Началось вечернее представление, прямо в лодке тайской. Завершающий этап у нас состоит в том, что мы сейчас должны будем подходить к каждому лодочнику и спрашивать у него, за сколько он довезет нас обратно до Аунанга. Сейчас будем проситься на эту лодку. Будем узнавать, куда она едет. Возможно, до Пангана и доедем. Нам говорят, что без билета нас не увезут. А тот киоск, который продавал билеты, там уже никого нету. Мы в итоге сели на лодочку ночную. 2 лодочника нам сказали, что нас не повезут, и только третий сказал: окей, без проблем, но будет стоить 150 бат. А теперь немного новостей Таиланда. Первая новость. С 1 июня во многих городах отменяется масочный режим. Это касается таких городов, как Чангмай, Бангкок, Пхукет, Суратхани, Самуи и Панган. В других городах, где заболеваемость еще высокая, масочный режим сохранен. Если хотите узнать, в каких городах именно, то подписывайтесь на наш телеграм-канал. Там самые последние новости Таиланда и наших путешествий в целом. Следующая долгожданная новость о том, что
60-дневный ковидный штамм продлен до 25 июля, несмотря на снятие ограничений. Вот бы еще пару лет он продержался. Следующая новость: с 1 июня тайпасс все же остается для иностранных туристов, но теперь не будет никаких 48 часов ожидания, он будет выдаваться сразу же после подачи заявки. Кстати, напишите в комментариях, собираетесь ли вы в ближайшее время лететь в Таиланд или подождете осени. Спасибо всем за просмотр, надеюсь, вам понравилось это видео. В следующей серии мы уже собираемся ехать на Пханган, мы едем на своем транспорте впервые. И всю дорогу вам покажем, как мы на байке едем к Краби прям до Пхангана. Если вам был интересен и полезен выпуск, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока!